Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно своими руками заменить подошву обуви. Можно пойти к сапожнику, а можно сделать самому. У меня такие кроссовки, в них большая дырка протерлась. Необходимо подошву снять и поставить новую. Я попробую сделать все сам. Здесь нет ничего сложного, и вся проблема заключается в том, чтобы найти новую подошву подходящего размера и фасона. Я такую нашел, теперь можно приступать. Для того, чтобы заменить подошву, нам понадобится новая подошва, строительный фен или электропечка, дрель с абразивной насадкой или наждачная бумага крупного зерна, клей, дисмокол. Можно брать разливной, а можно покупать в тюбиках, но разливной дешевле. Вощеная нить. Я рассказывал в прошлом видео, как ее сделать. Шило-крючок. Можно брать профессиональное, а можно купить за 5 гривен. Ножницы обычные. Нож нужен сапожный, но я пользуюсь строительным, потому что я больше занимаюсь строительными делами. И растворитель. Для начала необходимо снять старую подошву. Она у меня прошита, поэтому я воспользуюсь ножом и строительным феном. Для начала строительным ножом я сделаю надрезы нитки, которая идет по всему периметру, на каждом стежке. Подошву я буду выбрасывать, поэтому, если вы слегка ее порежете, это не будет проблемой. Вынимать их внутрь не нужно, потому что они выйдут сами во время снятия подошвы. После этого берем строительный фен. Включаем его на первую мощность. Это примерно 360 градусов. И начинаем прогревать. Начиная с носка. С помощью шпателя или отвертки потихонечку пытаемся ее отделить, начиная сверху. Я потихонечку начал отделяться. Видно, что не так все тяжело, как казалось. Пошло очень легко. Даже можно не греть. Аккуратно отделяем. И вот старая подошва уже отделена. Вот такой внешний вид кроссовка. Здесь картон, уже раскисший. После этого необходимо удалить старые нитки. Они теперь легко выйдут со своих отверстий. Для облегчения работы снимем шнурок, чтобы он нам не мешал. Такая картина. После этого необходимо заменить сапожный картон, потому что здесь стелька уже вся полопалась, совсем никак. Поэтому я купил новую стельку с супинатором. Для того, чтобы отделить картон от кожи, необходимо также взять строительный фен, прогреть по периметру кожу с картоном и потихонечку
помощью шпателя или рук снять всю часть картона. Потихонечку унимается вся стелька в сборе. И вот, теперь видно внутреннюю часть кроссовка. Необходимо проверить, чтобы не было стертых мест. И после этого приступить к наклеиванию нового картона. Для этого желательно использовать специальную колодку, но она есть не у каждого домашнего мастера, поэтому я обойдусь без нее. Для приклеивания стельки я буду использовать клей Норит. Он хорошо подходит. Наносим клей на внутреннюю поверхность верха обуви тонким слоем. И с помощью кисточки хорошо разравниваем его по всей поверхности. Одновременно с этим приклеиваем этим клеем внутреннюю обшивку кроссовка к ее основанию. Клей не жалейте в этом случае, он должен хорошо пропитать основание. Также наносим клей по периметру стельки. И ждем полного высыхания, после этого еще нанесем один слой клея. Наносим второй слой клея через 15 минут. Ждем 5 минут и аккуратно начинаем приклеивать. Строго по этой линии. Ее можно обвести ручкой, чтобы было удобнее потом приклеивать. Стараюсь, чтобы не было таких складок. Если складка образовалась, можно слегка оторвать и еще переклеить чуть-чуть дальше. Хорошо, теперь прижимаем по всему периметру. И вот такая получилась симпатичная стелечка. Для высыхания клея необходимо подождать сутки, и после этого можно приступить к приклеиванию подошвы. После того, как картонная стелька высохла, необходимо с помощью наждачной бумаги или насадки на дрель зачистить обе поверхности для того, чтобы клей хорошо к ним прилипал. Правильно зачищенная нижняя часть подошвы должна иметь матовость и не иметь глянца от старого клея. После этого необходимо зачистить внутреннюю поверхность новой подошвы. Я для этого буду использовать наждачную бумагу, примерно 2. Она хорошо подходит для этих целей, лучше, чем насадка. Отрываем кусочек и начинаем шлифовать.
правильно зачищенная внутренняя поверхность подошвы должна иметь тоже матовую поверхность. Теперь необходимо взять чистую тряпочку и растворитель и обезжирить обе поверхности. После обезжиривания тряпка стала черной от резиновой пыли. После этого берем клей Дисмокол, мягкую кисточку и наносим клей строго по нижней части подошвы. Кантик не трогаем по периметру, потому что потом будет тяжело его пришить. Теперь осталось подождать 15 минут, и когда клей не будет браться пальцем, нанести второй для лучшего смачивания поверхностей. После этого ждем еще 15 минут, и если клей не будет браться пальцем, то можно приступить к приклеиванию. Наконец, клей высох, и теперь необходимо его активировать. Я для этого буду использовать строительный фен, но можно использовать и любую печку. Я включаю первый режим. И плотно прижимаем. Начиная с носка и идем до пятки. Сильно прижимаем изнутри рукой. Подошва уже держится. После того, как низ подошвы приклеен, необходимо приклеить борта. Для этого нам понадобится клей, кисточка и шурупы любого размера. Кисточкой промазываем под бортиком обувь. Начинаем спереди. Обе поверхности. Для того, чтобы подошва не приклеилась, используем любой подручный материал. Где-то видел, что мастера вставляют шурупы. Ждем примерно 10-15 минут и можно активизировать клей. Прогреваем феном.
Убираем шурупчик и начинаем подклеивать. Сначала вперед, сильно придавливая, и потом всю остальную часть. Прижимаем так, чтобы отверстия были спрятаны под подошву. После проклейки подошвы ее необходимо прошить. Я для этого буду использовать строчечный шов, который очень популярен у сапожников. Для этого нам понадобится вощеная нить. Как ее сделать своими руками, я показывал в прошлом видео. Крючок, шило и обычные ножницы. Когда все это есть, можно приступить к работе. Берем клубок ниток, помещаем внутрь подошвы. И прокалываем шилом край подошвы по верхней линии. Захватываем крючком нитку изнутри и аккуратненько тянем, чтобы не порвать ее. Теперь необходимо отмотать примерно 1,5-2 оборота вокруг подошвы, чтобы нам хватило. 1, 2. Этой нитки вполне хватит. После этого примерно через 8 мм, от 5 до 8, делаем прокол. И опять поддеваем внутреннюю нитку. Выводим ее наружу. И теперь в эту нитку продеваем нашу наружную. И затягиваем ее в свое место. Вот таким образом. И продолжаем.
Заканчиваем шов узелком. Отрезаем лишнее. Делаем узелок как можно ближе к краю. Обычный двойной. И затягиваем его внутрь. И здесь также делаем узелок. Или просто прижигаем этот узелок. Теперь он никуда не денется. Вот кроссовок готов. Осталось с помощью растворителя вытереть остатки клея по периметру подошвы. И можно прикрасить с помощью крем-краски кожу для придания ей красивого вида. Для покраски я использую крем-краску Silver. Она наиболее качественная и хорошо питает кожу. Крема слишком много не надо, а именно столько, чтобы пропитать кожу и сделать шов водозащищенным. Осталось теперь вложить стельку. Стельку я купил готовую в магазине, но можно сделать из любого подручного материала. Желательно, чтобы она вынималась. Ее можно было просушить после ходьбы. Вот такой получился кроссовок с новой подошвой. Выглядит почти как с магазина. Вы посмотрели видео о том, как заменить подошву своих любимых кроссовок, если верх у них еще хороший. Пишите свои комментарии и замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.